Один красивый узор патентными петлями. Снова набираю для узора на спице четное число петель. Как всегда, вязать можно на любом числе петель, но я буду рассказывать на четном. Набираю классическим способом 20 петель. Итак, петли набраны, снимаю одну спицу и перехожу к вязанию первого ряда. Первую петлю снимаю, это кромочная. Увожу нить за работу. Дальше чередую 1 лицевая, 1 петлю снимаю, нить на правой спице. Вот, у меня получается снятая петля с накидом. Опять 1 лицевая, 1 петлю снимаю, нить на правой спице. Чередую так до конца ряда. Лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю. Закончится этот ряд снятой петлей и лицевой, которая является кромочной. Последнюю кромочную я всегда вяжу лицевой. Второй ряд. Первую петлю снимаю, это кромочная. Следующую петлю тоже снимаю, нить на правой спице. Теперь у меня получается петля, снятая в предыдущем ряду, накид, сделанный в предыдущем ряду, и накид, сделанный в этом ряду. Итого 3 нити на правой спице. Следующую петлю провязываю изнанкой, изнаночной, и чередую так до конца ряда. Снимаю, изнаночная. Изнаночную я вяжу классическим образом. Снимаю, изнаночная, не бабушкина. Снимаю. Вы можете вязать изнаночную так, как вы привыкли, но тогда вам нужно следить за тем, как встает петля в следующем ряду на правую спицу и не перепутать, не сделать скрещенных петель. Поэтому я предпочитаю классическую изнаночную. Итак, чередую до конца ряда. Петлю снимаю, изнаночная, петлю снимаю, изнаночная, и последнюю кромочную я провязываю лицевой. Третий ряд узора. Кромочную опять снимаю, увожу нить за работу и дальше все петли провязываю изнаночными. Итак, первая петля одиночная, ее провязываю изнаночной, а дальше у меня идет 3 петли, это петля и 2 накида. Вот эти 3 петли вместе провязываю изнанкой. Так. Опять изнаночная и 3 петли вместе изнанкой. Работаю так до конца ряда. Изнаночная, 3 петли вместе изнаночной, опять изнаночная, 3 петли вместе изнаночной. Последние петли в этом ряду, 3 вместе изнаночной и кромочная. Кромочная у меня лицевая. Третий ряд на этом готов. Итак, четвертый ряд. Кромочную опять снимаю, увожу нить за работу и вяжу следующим образом. 1 петля изнаночная, классическая, как всегда. Следующую петлю снимаю на правую спицу, не провязанной, нить, рабочая нить тоже на правой спице. Получается петля и накид. Опять изнаночная, снимаю, изнаночная, снимаю. Чередую так до конца ряда. Изнаночная,
снимаю, изнаночная, снимаю, изнаночная, изнаночная, снимаем. Последняя кромочная. Пятый ряд. В пятом ряду так, кромочную опять снимаю. Следующую петлю тоже снимаю. Нить опять на правой спице. Получается петля с двумя накидами. И дальше лицевая. Опять снимаю, лицевая. Опять снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая. Так. Снимаю. И последняя, лицевая и кромочная. Пятый ряд на этом готов. И перехожу к вязанию шестого ряда. Шестой ряд. Опять первую петлю снимаю, это кромочная. И дальше вяжу все лицевые. Одна лицевая, 3 петли вместе лицевой. Опять одна лицевая, 3 петли вместе лицевой. Одна лицевая, 3 вместе лицевой. Продолжаю так до конца ряда. Заканчивается этот ряд 3 петли вместе лицевой и кромочная. Раппорт узора в высоту на этом закончен. Он составляет 6 рядов. Дальше нужно продолжить повторять ряды с 1 по 6 на нужную высоту. Провязала я несколько рядов в высоту. Посмотрите, какая красота получилась. Такие парашютики. И изначально я хотела показать вам и представить этот узор лицевой стороны, но посмотрите, какая интересная и фактурная у него техническая сторона. То есть здесь не просто изнаночная гладь, а какие-то ячейки получились изнаночной глади, ромбы. И мне кажется, этот узор можно считать даже двусторонним. Представьте какой-нибудь шарфик или снуд вот такой изнаночной стороной, по-моему, смотрится тоже очень красиво. И вот она, лицевая сторона. В общем, какая сторона больше нравится вам? Я даже не знаю. Я бы, наверное, и изнанкой что-то связала. Спасибо большое за то, что смотрите мои видео. Если что-то было непонятно, то задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Пока-пока.